Немецкие солдаты рассматривали странную установку, захваченную в боях под Старой Руссой. На первый взгляд, она совершенно не походила на артиллерийскую систему. Тем не менее, это было оружие, и оружие нового поколения. Боевая машина с укрепленными на ферме реактивными снарядами. Советский контрудар под Старой Руссой, поддержанный огнем реактивных установок, задержал продвижение немецкой группы армии «Север», рвавшейся к Ленинграду. Красная армия выиграла время, и вскоре стало понятно, что этот выигрыш имел далеко идущие последствия. Справка. Реактивная артиллерийская система залпового огня БМ-13, известная как «Катюша», представляла собой установленную на шасси автомобиля раму с направляющими, на которой и крепились ракеты. Наводка по цели осуществлялась при помощи поворотного и подъемного механизма, а также артиллерийского прицела. К недостаткам БМ-13 можно было отнести большую рассеиваемость снарядов, которая сказывалась на точности попадания. Это, впрочем, с лихвой компенсировалось количеством выпускаемых почти одновременно снарядов. За 10 секунд только одна «Катюша» выпускала 16 снарядов, поэтому батарея БМ накрывала значительную площадь, занимаемую противником. При попадании ракеты в цель взрывчатое вещество в ней подрывалось с обеих сторон. Возникшие детонационные волны встречались, и давление газа резко возрастало. Осколки корпуса приобретали большее ускорение, разогреваясь до 600-800 градусов, и оказывали сильное зажигающее действие. Именно поэтому возникла легенда о якобы термитном заряде в ракетах «Катюш». Захват Ленинграда, важнейшего порта на Балтике, немецким командованием рассматривался как одна из основных целей всей кампании. Действия советских подводных лодок и кораблей могли повлиять на морские поставки шведской руды в Германию. Поэтому нейтрализация Балтийского флота для Гитлера приобретала первостепенное значение. В плане «Барбаросса» прямо указывалось, наступление на Москву можно будет начинать только после захвата Ленинграда и Кронштадта, и эта часть плана изменений не претерпевала. Из журнала боевых действий вермахта за 30 июня 1941 года. Фюрер по-прежнему намерен повернуть крупные силы танковой группировки, действующей на фронте группы армий «Центр», на север, на Ленинград, чтобы быстро овладеть Ленинградским промышленным центром. В июле 41-го немецкое наступление на Ленинград было остановлено на так называемом Лужском рубеже. Система оборонительных сооружений длиной 175 и глубиной 12 километров возводилась руками ленинградцев и резервных частей в течение первого месяца войны. В августе группа армий «Север» дополнительно получила танки из группы армий «Центр» и пикирующие бомбардировщики. Их силами немцам удалось взломать Лужский рубеж и окружить оборонявшие его войска. Командование Ленинградского фронта ввело в бой тяжелые танки КВ, которые производились здесь же, в Ленинграде, на заводе имени Кирова. Танк КВ имел лобовую броню толщиной 75 мм. 37-миллиметровая немецкая противотанковая пушка не оставляла на его броне даже вмятин. За неуязвимость КВ получил прозвище «Геспенст» — «Призрак». Но нехватка топлива, запчастей и неподготовленность экипажей приводили к тому, что многие машины даже при незначительных поломках бросались на дорогах. 19 августа рота танков КВ под командованием старшего лейтенанта Зиновия Колобанова заняла оборону в засаде под Красногвардейском, Гатчина. Сам командир выбрал позицию проходящего через топкое место шоссе. Когда на дороге появилась колонна немецких танков, Колобанов подбил 2 первые и 2 последние машины. А затем последовательно расстрелял все 22 немецких танка.
концу сражения его рота доложила об уничтожении 43 танков врага. После боя танкисты на своей машине насчитали 156 попаданий немецких снарядов. После первых донесений о танках КВ Гитлер настаивал на захвате города, где находится единственный завод по производству сверхтяжелых танков. Но все же остановить немецкое наступление на всех направлениях лишь тяжелыми танками было невозможно. Пока один германский корпус наступал на Красногвардейск, другой уже прорвался через Любань и Тосно. 30 августа немцы перерезали железную дорогу и шоссе, связывавшие Ленинград со страной. С севера к городу подошли финские войска. Сухопутная связь города с Большой землей оказалась прервана. В Ленинграде начались проблемы с электроэнергией. 8 сентября немцы вышли к Ладожскому озеру и взяли Шлиссельбург. Началась блокада Ленинграда, которая продлилась 882 дня, 2 года и 5 месяцев. Справка. К сентябрю 1941 года в Ленинграде находилось более 2,5 миллионов жителей, в том числе около 400 тысяч детей. Город стал пристанищем для более чем 300 тысяч беженцев из Прибалтики и соседних областей, а запасов продовольствия и топлива в нем оставалось только на 30 дней. Над жителями города нависла угроза голодной смерти. Руководство страны, осознавая эту опасность, уже в сентябре 1941-го предпринимало попытки разорвать кольцо. Но все они оказались безуспешными. В районе Шлиссельбурга немецкие соединения вышли к Ладожскому озеру. На узком участке шириной 12 километров в основном и делались попытки прорвать ленинградскую блокаду. Шел сентябрь 41-го. Время, потерянное немецкими войсками в боях под Старой Руссой, вернуть было уже невозможно. Танки и авиация требовались под Москвой, где готовилась операция по захвату столицы. Из дневника командующего группой армий «Север» фон Лейба. 11 сентября. Сохраняется чрезвычайно острая нехватка времени, так как главное командование сухопутных войск требует передать ему с 15 сентября 7 подвижных соединений. Танковые части вермахта направились под Москву, но Ленинград по-прежнему оставался в осаде. 11 же сентября генерал армии Жуков был назначен командующим Ленинградским фронтом. Вместе с ним прибыл и его заместитель, генерал-майор Федюнинский. Федюнинский Иван Иванович большую часть своей карьеры провел на Дальнем Востоке. Участвовал в военных действиях на КВЖД. За бои на Халхин-Голе удостоен звания Героя Советского Союза. В начале войны успешно командовал стрелковым корпусом в районе Бреста и Ковеля, где получил тяжелое ранение. Назначение Жукова говорило о том, какое значение советское верховное командование придавало обороне Ленинграда. Его приезд чрезвычайно воодушевил и защитников города. Многие ветераны вспоминают, что в рядах бойцов усилилась уверенность – город будет спасен. Жуков с присущей ему энергией взялся за организацию обороны города, главную ставку делая на артиллерию. На ближних подступах к Ленинграду в его распоряжении имелись корабельные и береговые орудия Балтийского флота. Справка. Корабли Балтийского флота на вооружение имели 153 орудия калибром более 100 мм. Всего же на флоте и в составе береговых батарей насчитывалось более 300 таких пушек. Во время штурма Ленинграда они выпустили по врагу более 25 тысяч снарядов, в том числе 6 тысяч тяжелых калибра от 180 до 400